Здравствуйте! Темой сегодняшнего урока будет разбор пункта топологии из меню «Вектор». Проверка топологии может выполняться как для всех объектов редактируемого векторного слоя, так и для текущей выборки векторных объектов. По результатам проверки создается новый векторный слой с детектированными ошибками. Для проверки топологии используется меню «Вектор», «Проверка топологии», и в диалоговом окне «Проверка топологии» настраиваются необходимые параметры, такие как выбор векторного объекта, это тот слой, с которым будут производиться выбранные операции. И далее для примера я беру первый пункт «Поиск самопересечений полигонов». Ставлю галочку и для завершения операции нажимаю кнопку «Ок». В случае нахождения программой мест самопересечения полигонов создастся новый векторный слой с точками в этих местах. Классическими правилами корректной топологии является недопущение самопересечений полигонов, петель и восьмерок, как в данном случае, отсутствие наложений полигонов друг на друга. Для того, чтобы проверить отсутствие наложений полигонов друг на друга, необходимо перейти в меню «Топология», «Проверка топологии» и в открывшемся диалоговом окне выбрать второй пункт «Поиск перекрытий полигонов». Далее в результате проверки создастся векторный слой с полигональными объектами, детектирующими перекрытие полигонов. Также к правилам классической корректной топологии относится отсутствие между смежными полигонами пустых областей, или по-другому дыр. Далее, для того, чтобы найти пустоты между полигонами, необходимо перейти в меню «Вектор», «Топология», «Проверка топологии» и далее в открывшемся диалоговом окне ставим галочку возле третьего пункта «Найти». И для завершения операции необходимо нажать на кнопку «Ок». В результате проверки будет создан векторный слой с полигональными объектами, детектирующими пустоты между полигонами. В том случае, если необходимо учитывать уже имеющиеся пустоты внутри полигонов, а не только между ними, тогда необходимо перейти в меню «Вектор», «Топология», «Проверка топологии». Далее в открывшемся диалоговом окне «Проверка топологии» необходимо выбрать пункт «Поиск пустот между полигонами». Далее поставить галочку возле пункта «Найти» и галочку возле пункта «Учитывать имеющиеся пустоты». Для завершения действия необходимо нажать на кнопку «Ок», в результате чего будет создан векторный слой, в который войдут полигональные объекты с детектированными пустотами, например, пустоты внутри зданий. Висячие узлы появляются на линейных объектах, когда узел на любом конце не соединен с другим линейным объектом. При выборе поиска висячих узлов в результате проверки создается векторный слой с точечными объектами, детектирующими висячие узлы, то есть узлы, которые расположены на расстоянии меньше заданного пользователем относительно других линейных объектов слоя. Проверка работает для линейных объектов, радиус поиска задается в единицах измерения проекции. После нахождения висячих узлов далее можно произвести поиск разрывов. После проверки поиска разрывов программа AMC объединит в полигоны линии, в которых нашла разрыв. Такие объекты будут выделены серым цветом в таблице «Атрибуты векторных объектов». Секция фильтрации объектов по площади позволяет отфильтровать объекты, площадь которых меньше заданной. Минимальная площадь задается в единицах измерения проекции и используется для фильтрации мелких объектов, либо для фильтрации пустот внутри объектов. Галочка «Фильтровать только пустоты». Дополнительно можно отфильтровать объекты по площади или фильтровать только пустоты. В этом случае возможно создание дополнительного векторного слоя. Таким образом, я сейчас отфильтровала строение с площадью от 150 квадратных метров. При сохранении векторных файлов в формате shape направления обходов будут сохранены согласно общепринятым нормам автоматически. В случае же сохранения векторных файлов в другом формате необходимо перед сохранением выбрать пункт «Проверить направление обхода» в диалоговом окне «Проверка топологии».
Для идентифицирования полигона внутри другого полигонального слоя необходимо перейти в меню «Вектор», «Топология», установить сложность полигонов. Данный инструмент позволяет преобразовать кривые или неправильные данные, если у вас таковые имеются. На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.